Итак, друзья, в начале новостного блока я всегда поясняю за название стрима. Название стрима звучит как «Губной сисфайр». Ну, не очень остроумно и уже далеко в свинячьи голоса с этими губами и губным, но по-другому никак не назовешь, понятно. В полной версии, в развернутой, звучало как «Губной договорняк по энергетике». В интересном мы пребываем с вами времени и в интересной ситуации в том смысле, что стороны обвиняют друг друга в нарушении, по сути, несуществующей-то юридически договоренности, да. Те говорят, что мы договорились по энергетике не стрелять, при этом параллельно говорят о том, украинская сторона, например, да, что мы передадим только, будем обсуждать только в понедельник в Саудовской Аравии цели, по которым не нужно стрелять. Но уже стороны друг друга обвиняют в том, что это перемирие нарушается. Хотя, по сути, ни Украина, ни Россия как-то не обсуждали реально, какое перемирие, то есть никак его не согласовывали, то есть просто сказала Украина: «Мы согласны», и Россия, наверное, сказала: «Мы согласны». Это мы знаем только по итогам телефонного разговора, очень расплывчатым и противоречивым разговором, в смысле Трампо-путинским. И в целом это самое главное, и то, что происходило за эти дни, за эти 2 дня, которые мы не виделись. Если как-то хронологии придерживаться, то в тот же день, когда договорились, реально губами, да, устная договоренность. Договорились, когда не стрелять по энергетике, в тот же день какую-то нефтебазу разбомбили, которая в поселке, что ли, Кавказская находится, на Кубани, украинская Кубань. Кубаньцы, Украина. На Кубани, в Краснодарском крае. Я решил посмотреть, где эта Кавказская находится, потому что я был непосредственно на станции Кавказская, да, населенный пункт Кропоткин. И у меня живет дед в Гулькевичах, тоже рядом со станцией Кропоткин на Кубани. Я переезжал реку Кубань, видел реку Кубань, решил посмотреть, где это, а это, неудивительно, прям рядом там находится. При этом местность очень похожа на Украину, настоящую Украину, да, то есть там такие названия, какие-то Барвинок, Фастивець, в общем, вот так. Если есть на свете рай, то да, в общем, кубанцы, Украина. В общем, да, ближе к телу, по сути. В общем, в тот же день разбомбили там эту нефтебазу какую-то кавказскую, и она очень сильно, ярко горела, показательно. Дало это основание, конечно, России обвинять Украину в срыве этих, каких-то несуществующих, по сути, договоренностей, да. Потом уже там в рамках вот того, как выглядели атаки, да, с того дня по сегодняшний, у россиян какая-то новая тактика бомбардировки Украины дронами, да. Правда, она новая, конечно, но вот в контексте Одессы уже как-то такое упоминалось, что они, вот сколько мы обещали, да, помню, кто-то Федоров, по-моему, как ответственный за дроны, отчитывался, что мы уже близки, как вот Иран близок к обогащению урана, так мы близки к созданию роя дронов, что бы это, блядь, не значило. Но вот россияне начали какую-то такую тактику применять, то есть они как-то делают акцент на одном каком-то далеком городе провинциальном, то есть не на столице, да. И первой жертвой такого стал вот Крапивницкий, да, Кировоград бывший. То есть бомбили его нещадно, бомбили так, что как последний день Помпеи выглядел он, да. Потом в рамках этого же наш ответ разбомбили Энгельс, авиабазу. Я бы, вот как раньше говорил, это значимо было, да. Наверное, в военном смысле это и сейчас очень значимо, но вот в смысле политическом раньше было значимо, потому что все-таки, дальняя авиация, стратегическая часть ядерной триады. Но уже не первый раз атакуем, и нормально россияне это воспринимают. Так что, вот такой позитив. Разбомбили Энгельс. Энгельс не энергетический объект, в отличие от той нефтебазы кавказской, да, название кавказское. В общем, потом Одесса. Бомбардировка такого же, атака дронами такого же формата. Типа, как я об этом читал, но я не знаю, насколько это правда, но дроны сбиваются в табун над Черным морем, а потом летят, и как ты целому облаку-то дронов будешь противостоять, да, из пулеметов и пушек. И бомбят город, в общем, тоже как последний день Помпеи. Так что я к чему, что, наверное, такую атаку, стоит ожидать когда-то на Киев, наверное, в каком-то обозримом будущем. Вот, и такой последний аккорд
этих дней, связанный с энергетической инфраструктурой, это бомбардировка какой-то, ну как, взрыв, да, слышали, не первый раз я слышу упоминание этого объекта газоизмерительного узла Суджа. Все время хочется сказать Сунджа, как в Ингушетии, да, Сунжинский район и город Сунжа. Газоизмерительный узел Суджа. Когда я его слышал? Слышал я его в контексте, ну, такой, на мой взгляд, довольно конспирологической теории, хотя вот теперь я уже и не уверен, что Украине, как один из аргументов, почему нужна Курская операция, да, ну, конспирологических, его власти не называли никогда официально в Украине, что там есть вот этот газоизмерительный узел, который позволяет как-то контролировать торговлю энергоносителями между Россией и Европой. И вот Украине важно это контролировать, для этого типа операция в Курской области проводится. Я не знаю, сколько это так, всегда к этому как-то относился прохладно, потому что и непонятно, что нам этот контроль даст. То есть воровать газ можно будет как-то, ну, непонятно. Да, но сейчас в каком контексте мы это вспоминаем, что взорвался этот газоизмерительный узел, стороны обвиняют друг друга в нарушении еще, ну, по сути, несуществующей договоренности. Просто интересно получается, что стороны обвиняют друг друга, при этом в том же там обычно каком-то, в том же общении с журналистами, в той же какой-то, в том же пресс-релизе, в той же присухе, в общем, они говорят там же, что нарушено было, но цели мы еще поедем обсуждать и договариваться в понедельник в Саудовскую Аравию. Ну, понятно, сейчас все проходит в ожидании этих переговоров в Саудовской Аравии. Формат они будут носить довольно, ну, интересный, наверное, в каком-то виде комичный. Как об этом говорит американская сторона, то приедет украинская делегация, ее вроде как будет возглавлять Умеров, министр обороны. Приедет российская сторона, там новый какой-то конторский, ну, в смысле, буквально ФСБшник, который курировал украинское направление, приедет беседа, да. Будут сидеть они в разных, но соседних комнатах, и как бы украинская сторона, и об этом это подтверждает президент, будет общаться с американцами, российская сторона будет общаться с американцами. В общем, американцы будут, ну, по сути, как мостик в этих договоренностях. Ну, согласитесь, это дико, конечно. Ну, это и странно, и не знаю, сколько продуктивно. Ну, уже могли и напрямую говорить, но избегают напрямую все-таки разговора. Ну, в общем, вот так, да, и все проходит в ожидании этого понедельника и вторника. Ну, тоже, если делиться таким прогнозом, и всегда обычно работает вот эта часть, где мозгом, да, то, конечно, мозгом кажется, что сторонам невыгодно сейчас будет сопротивляться вот этому перемирию энергетическому. Ну, то есть Украине было бы на самом деле, наверное, выгодно, потому что для России явно очень болезненны эти удары, потому что очень эффективно. Но у Украины нет возможностей сопротивляться никаких, полностью зависимой от американской поддержки. И еще ну, не очень хорошие у нас отношения у нашего президента с американской администрацией. Россиянам не особо, наверное, на пользу пойдет выступить здесь, скажем так, каким-то стопором к миру, да, то есть тоже. В общем, мозгом, ну, как бы должны договориться по логике вещей. Но сердцем все равно чувствуется, что, ну, как-то не верится, что такую инерцию можно так быстро остановить. Вот, даже несмотря на какие-то там теплые межличностные отношения между Трампом и российским диктатором. Ну, в общем, вот. Ну, тут еще нужно сказать, да, в плане интриги, вот как-то я не знаю, насколько есть реальная интрига, есть ли смысл ее обсуждать, в смысле достигнут, не достигнут договоренности. Но о чем реально есть интрига, непонятно до конца, что бомбить, что не бомбить. Как я говорил и на прошлом стриме, да, что размытость формулировок касательно именно того, какую сферу охватит этот ceasefire, да, вот это частичное прекращение огня, то тут все очень размыто и неточно, да. В американском том пресс-релизе Белого дома было написано, что это энергетическая и еще какие-то объекты инфраструктуры. Ну, мосты это объекты инфраструктуры, опять-таки. Какие-то органы власти это тоже часть инфраструктуры. В общем, вот эту какую-то инфраструктуру Украина может включить что угодно. И понятно, россияне, Украина будет стараться включить как можно больше там не энергетического. Россияне вообще говорят, что речь идет только об энергетике. И вот это вот в этом, мне кажется, наибольшая загадка, как много Украина сможет отстоять вот в этом контексте, да, целей, которые нельзя бомбить. Ну, блин, если задуматься, то, наверное, вещь беспрецедентная. Ну, я тут еще знаток истории, но где найти в истории такой эпизод, где стороны, типа, продолжают воевать, более того, продолжают как бы обмениваться ракетными ударами,
Сейчас это удары дронов, но при этом есть список целей, которые атаковать нельзя. Ну, кроме того, что люди вспомнят, что на протяжении войны, наверное, до этого момента газотранспортная инфраструктура, связанная с Европой, не атаковалась сторонами. Ну, то есть это и не в интересе Украины подрывать какие-то отношения, ну и благополучие европейских партнеров, ну и, понятно, не в интересе России лишаться доходов. Ну, в общем, это вот, что касается договорника. Ну, друзья, обещал я вам упоминание нашего, любимого реально, один из самых любимых персонажей на нашей трансляции, это Давид Арахамия, Давид Браун, глава фракции «Слуга народа» в парламенте, бывший информ, бизнесмен, скажем так, профессиональный разводила американского правосудия, в общем, реально человек, полулегенда, диджей, в общем, пиздец, да, айтишник. Друзья, такую, тоже вы должны понимать, источник единственный, но на правду было похоже, и как одну из версий где-то это даже вспоминали. Политолог такой есть, Владимир Фесенко, вы его могли видеть часто у Мосейчук. Относят его куда-то к кругам, связанным с офисом президента, туда относят, наверное, всех, кто там зависает. У Мосейчук, но тем не менее, Владимир Фесенко пишет, что умный нардеп, хороший переговорщик, что сразу как бы наводит на мысли, что имеется в виду Давид Арахамия, еще учитывая, что ходят слухи устойчивые давно, что он как-то разошелся во мнениях и в интересах с главой офиса президента Андреем Борисовичем Ермаком. В общем, хороший народный депутат, сильный переговорщик, а также талантливый бизнесмен. Через Руди Джулиани, Рудольф Джулиани, адвокат близкий к Трампу. Через него вышел на Трампа и через Руди Джулиани предложил идею совместного использования, предложил, в общем, ЗАЭС, Запорижскую атомную электростанцию, да, почему она нужна Украине, совместно ее использовать для майнинга криптовалюты или для создания хаба для искусственного интеллекта, типа тоже очень энергоемкий. Однозначно, если это вот связано, это однозначно, похоже на реальность. Это мог быть Давид Арахамия, он мог такое предложить, это очень на него похоже. Я думаю, что часть излишек еще электроэнергии можно будет потратить на гиперлуп, на запуск гиперлупа. Смотрите, если там будет мощная майнинг-ферма, наверное, мощнейшая в мире на базе мощнейшей электростанции атомной, или мощнейший хаб, да, вот этот хаб для искусственного интеллекта, то это надо, чтобы люди из Киева могли, там, да, из аэропорта Киевского быстро добраться до туда, в ту Пердь, то в Запоріжжя, да, то это надо гиперлуп, в этот чи Энергодар, где он там находится. В общем, надо, наверное, гиперлуп. То вот как раз на излишек еще и можно гиперлуп запустить. В общем, вот такая тема и вот такой Давид Браун, да. И понятно, что желание восстановить потерянный капитал на флешке с биткоинами тоже сюда подпадает. То есть майнинг криптовалют однозначно он в доле как-то будет. Можно намайнить снова то, что потерял на флешке с криптовалютой. Европейские краины, вы знаете, тоже уже устал, наверное, и неправильно это, и повторяет, модные тренды сейчас какие-то информационные, в любом случае издеваться как-то над Европейским Союзом и их таким разным цинизмом, да, в заявлениях, популизмом, то есть это чистый популизм, обещать невыполнимое, да. В общем, Европа не может договориться за 40 миллиардов евро и там рассматривают только передачу уже 5, и то там 5, это надо то, что уже пообещали выполнить, в смысле оснащения ПВО и снарядов, да. При этом страны, которые выступили, тоже, да, которые выступили против этих выдачи 40 миллиардов, это, например, Италия, ожидаемо, да, Испания, что мы знаем об Испании, мало чего, Португалия, и вот что более интересно, Франция. Неплохо, но, видимо, нельзя выделять на данный момент такие суммы, потому что деньги должны идти на развитие французского ядерного арсенала. Тоже, вы знаете, и сюда же в контексте Европы выписал такую тему, что вот часто стал натыкаться на новостные заголовки о том, что разные европейские страны, Дания, Германия, здесь у меня написаны, постоянно вот вижу новости, понятно, они такой направленности обычно, что цитата чья-то, что мы поднимаем вопрос о безопасности, связанной с покупкой американских истребителей F-35. Не знаю, как он даже называется, F-35 Lightning, по-моему, 2, да.
Мы типа поднимаем вопрос о целесообразности, о безопасности этой покупки, потому что сейчас, видите, Америка исполняет, что захочет, они могут, может, по тумблеру там эти самолеты отключить, в чем я сомневаюсь, но обычно такое, на такое в контрактах оборонных внимание обращают очень хорошо. Ну и типа, видите, вот Дональд Трамп его, при том, что да, финансировали оборонные компании, Lockheed Martin, наверное, он производит F-35, они вот финансируют, а видите, у них одни убытки, и скоро европейские партнеры откажутся от этих самолетов. Интересно, откажутся они в обмен на что, да? Таки нужно понимать, что вот эти самолеты F-35, самолет новейший, новейшего поколения, ну, такая разработка, вот авиация, в отличие от многих каких-то сфер вообще, да, там в технологиях, в оружии, да, авиация пошла на стремительное удорожание вообще, удорожание самолетов, технологических разработок, да, и вот разработка самолета такого поколения, как F-35 и таких технологий, это просто такая разработка, которая, ну, макроэкономические суммы, да. Позволить себе может такое только США. И европейские страны, у них и нужды нет реально для разработки таких самолетов, потому что их оппоненты в Европе, вероятно, это Россия, которой нет самолетов такого поколения и нет денег на их разработку. И в этом смысле нет никакого резону вваливать такие сумасшедшие деньги в разработку самолета такого поколения и такого технологического развития. Но важно понимать, что покупка F-35 для них, ну, если покупать самолет такого поколения, то это безальтернативно, потому что сами они такой самолет и разработку такого самолета не потянут и не планируют. В общем, разговоры, блядь, в пользу бедных. Вот это мы ошибались, что купили американский F-35, там и так далее, и так далее. Ну, в общем, вот. Ну, еще из каких-то юмористических новостей. Пану президенту позвонил Эммануэль Макрон на iPhone прямо в прямом эфире. И пан президент сказал ему на английском, что подожди, Эммануэль, я занят, перезвони-ка, повиси там, через 10-15 минут буду свободен. Не знаю, как вы думаете, это типа было спланировано или случайно? Наверное, спланировано. Ну, новость из разряда юмористической, добавить тут реально нечего. Ну, еще одна тоже новость из разряда юмористической, но мы ее просто уже в чате обсудили, это про чизбургеры. Но все-таки интересно и ваше мнение услышать, тех, кто его еще не написал, или тех, кто еще ничего не сказал на этот счет. Это, как вы считаете, это удачная была вот пиар-акция со стороны Минобороны или нет? Контекст такой, что официальный аккаунт в ТикТоке Министерства обороны Украины выпустил ролик, где говорит, сколько можно купить чизбургеров, ну, в Макдональдсе, на 1 миллион гривен, который ты получишь с выплатой единовременно, если подпишешь контракт, будучи моложе мобилизационного возраста. То есть, если тебе от 18 до 25 лет, ты если подпишешь контракт, получишь 1 000 000 гривен, то сколько ты сможешь купить за эти деньги чизбургеров? Они явно планировали хайпануть, в том смысле, что они везде пишут, что да, вы не ошиблись. Это официальный аккаунт Министерства обороны. Но я не знаю, насколько это удачно, насколько это вообще правильное целеполагание. Понятно, хайпануть хочет каждый, но может все-таки стоит держать какую-то марку. Насколько это может смотивировать людей? Ну, наверное, больше людей, тех, кто не знал, услышали о том, что можно получить 1 000 000. Да возраст такой уязвимый, просто от 18 до 25 лет ты никому не нужен, у тебя нет никакого опыта, ты никуда не можешь устроиться, ты бедный, а уже нужно как-то пытаться жить по-взрослому, где нужны деньги. То думаю, конечно, просто то, что эта молодежь услышит о том, что где-то можно получить 1 000 000, и для этого даже не надо в Телеграме так называемую работу искать, да, то это уже, наверное, удача. Я думаю, они из этого исходили. Интересно услышать ваше мнение. В общем, вот так, друзья, новости закончились. И за ними следом закончится стрим после того, как я прочту чат. Друзья, донатьте в криптовалютах на садовую тачку для перевозки кала-качок. Денису запретили коллабы не с АПшными гнидьми, поэтому все закончилось на Юлии. Да не, мы после этого с Маргиналом общались еще. Юлия там нормально, что смотрю ее тиктоки, она задвигает. Я помню, она и на стриме у меня рассказывала, что у нее папа и дед говорят на русском во Львове, а мама на украинский. И там с чем-то таким был связанный у нее какой-то рилс, который я не смотрел, но в первых строчках эту историю вспомнил, да, было там речь об этом. Что-то типа на манкуртном, так сказать.
Доктор Биков. От дивно, що не почали використовувати дрони для мокрухи, як в Одесі нещодавно. Да, да, но мы этого не ждем, а готовимся. Об этом многие писали, что это явно станет оружием, скажем так, организованной преступности, киллеров, явно станет их оружием будущего. Потому что, ну, как ты пишешь, хрен выследишь потом. Обе страны договорились не бомбить энергетические объекты США. Кубаноид это обманутый украинец. Украинец это тоже обманутый украинец. Так что все справедливо, да. Но на тот момент Путин еще не согласился же, но это не мешает им обвинять нас в нарушении, українську сторону обвинять в нарушении этой договоренности. Це не може бути правдою, це може бути вполне правдой, по-моему. Это в смысле про с атомной электростанции, из АЭС делать биткоины там. По-моему, это вполне может быть правдой. Нам нужны не истребители, а крокодило-бомбардини. Это классная тема в ТикТоке, крокодило-бомбардини. Вот это. Понятно, жить она будет неделю, но смешная, по-моему. Та хуйня, треба замість чизбургерів було кейси в КС рахувати. Ну, была недавно новость о том, что инвестировать в скины в КС выгоднее, чем в криптовалюту, охуенно, да. И ну, что тоже знакомыми это вспомнили, и мне друг, он так сдалека зашел, говорит, не, ну я тогда еще типа малой был, не понимал, и типа продал там какой-то калаш, и он так зашел сдалека, я думал, что сейчас он скажет, что у него там какой-то нож или калаш, или какая-то АВП, типа есть, которая цены, блядь, миллиарды долларов. И говорит, что он продал там условно за 30, а сейчас оно стоит 100, типа. Это просто мне, к слову, нечего добавить. Теперь Мак в Украине не сможет поднять цену чизбургера. Сможет, я тоже об этом думал, что, блин, эти чизбургеры дорожают регулярно. Эх, жалко, что Трампик не заинтересован дать пизду Путину. Ну, тут как сказать, чувак. Если ты не из Украины, то жалко, как болельщику. А если із, то вже не так как-то. До речі, ще комусь приходять смс з загідкою долучатися до прахів Мадяра, Вереса и т.д. Мне сегодня Верес писал, но я понимаю, что ты с этим и написал. Говорит, всем, ну не всем, а говорит мне, тебе привет от Вереса какого-то, долучайся. Конечно, приходит, а как? Я вот тоже думаю, насколько эта рассылка эффективна. Ну вот сложно оценить ее эффективность, но кучность ее тоже настораживает. Это мне напоминает, как моему кенту звонил Пятов, вратарь Шахтера. Короче, там такая история была, что там очень как-то они четко сделали. Это от какой-то, ну, по-моему, от какой-то гемблинговой конторы, что Пятов звонит и так с тобой разговаривает, что мой друг даже вначале поверил, что это реально Пятов звонит. Ну, типа, привет, и ждет там ответа условно. Добыча редкоземельного BTC. Нет более Z-региона в России, чем Кубань. Говорю как кубаноид. А почему? Може из-за переселенців? Хуй его знает. Та чё эффективно, кошты освоения. Да сколько там тех коштов? Намного хуже реклама... О, блядь, а вы видели этот номер, кстати, вспомнилось? Реклама Укрпошты. Там они какую-то лесбийскую тему запустили мощнейшую вообще. Вот люди бесятся, да? Ну, тоже в ТикТоке. Может, то фейк, но вроде не фейк. Там что-то, короче, девочка пришла на Укрпочту. Вы видели тех девочек, которые сидят в отделениях Укрпочты? Там такие кобылы. Ну, в общем, да, девочка сидит на отделении Укрпочты, и к ней пришла девочка отправлять посылку. Вроде бы и у них там завертелось. Піздець. Губань. Ну, в смысле, не Кубань, а Губань. Новина про те, що адвоката Дубінського мобнули, то ІПСО? Да, наверное, не ИПСО, но это же не первый случай. Мобают постоянно адвоката. У нас адвокатская деятельность под давлением находится, как в Росії, наприклад. Мені у 21-му році воєнком дзвонив. Откуда у нього твій номер? І я трохи усрався, попиздів хвилину і кинув трубку, а то вився телеграм-бот, типа мене пранканули кенти. Не, ну это жестко. Сейчас от такого кондрашка может схватить капитальное. Пошук кубаноиды повязаны узами с частью Украины, поэтому крайне ратуют за присоединение части территорий к России. Конечно, настроения с 22-го упали сильно, но это везде и очевидно. Интересно, Алыройки. Видел предъявы к Кравчуку, ну вы даете, пацаны, вообще пластинка нескончаемая. Видел предъявы к Кравчуку за то, что он сдал украинское ядерное оружие. Как думаешь, правильно ли он поступил и был ли вообще Варик сохранить ядерку? Нужно отвечать, наверное, коротко. Вариантов сохранить ее не было. На нас давили сильнейшие страны, да, в этом вопросе.
от которых было полностью зависимо наше будущее. Нас давила США, нас давила Россия. Невозможно было сохранить ядерное оружие. Более того, тогда же в вопросе отказа ядерного оружия Будапештского меморандума они точно так же использовали эту классическую приманку НАТО. Только тогда это было партнерство во имя мира, да. Короче, вариантов не было. Предъявы глупые. Так вот, я не гуглил, что это про The Village, что это за такой психолог и сколько ему лет. Потому что он говорит, что, ну, там он выглядит не старым, но он говорит, что я застал Вторую мировую войну, рос в руинах Европы. Да сколько ему лет должно быть, блядь, 90? Привет, друзья, донатьте в крипте на тачку. Именно так, друзья, донатьте ваши криптовалюты на тачку. Будьте добры, донатьте криптовалюты на тачку. В описании есть ссылки. На тачку, в смислі, для навоза садову. Комітет Верховної Ради підтримав законопроєкт, який надає Нацгвардії право використовувати зброю, сльозогенний газ і БПЛА під час масових заворушень. Жопа. Ну, это... Мир как прежде уже не будет. Я-то думал, блядь. Нацгвардія з народом, а оказується Нацгвардія проти народу. Ну, піздець. Це вже жопа. Який полежняк по рейтингам політиків? Не знаю. Разве это важно? Рейтинги будуть мінятися. Причому стрімко. Перед виборами. Ось так. Еще и вы поняли, у Village в инстаграме, The Village UA, еще и такой редизайн туповатый. То есть шрифты, по-моему, колхозные, но это полбеды. Цветовая гамма, я постоянно думаю, вот сегодня смотрю, там, чему Трамп, это, короче, ПТСР и вообще паника и тревога. Обложка этого слайда. Смотрю и думаю, нихуя себе розетка UA уже про такую хуйню пишет, что они мне сейчас напарят. Опять свой аэрогриль бесполезный. Но нет, типа просто очень похоже на розетку цветами. Лучше плохой мир, чем хорошая война. Я с тобой не согласен. Я разделяю скорее взгляд премьерки Дании. Премьерки министерки Дании. Она говорит, что ну, хуёвенький мир, он хуже хорошей белой войны. Премьерка Дании Дурия. Дуреет при виде живых украинцев. Ну пусть дуреет. The Village. Дочірнє медіа від Вандерзін Україна. Вандерзін. Название хорошее. The Village це дочірнє медіа від The Village Україна, це дочірнє медіа від The Village Росія. Арестович не прошел тест на Питер. А кто прошел, чувак? Сам пророк Шевченко не прошел. Если ты прошел тест на Питер, то стоит задуматься, а насколько ты вообще українець. Як думаєш, буде припинення вогню чи ні? Ну, на этот вопрос легко дать ответ. Когда-нибудь точно будет. Вечно воевать не выйдет, правда. Вот вопрос, когда и в какой форме. Это уже другой вопрос. Но, скажем так, интуитивно понимаю, да, что ты конкретно имеешь в виду. Думаю, будет. Чё бы не быть. С нашей стороны точно будет. Что за тест на Питер, спрашивает Quite Luxury. Quite Luxury. Тест на Питер — это такой тест, как тебе объяснять? Это такой мем, это не тест реальный, да? Часто так случается, что очень шовинистично настроенный украинец по отношению к русскому языку, русской культуре, россиянам, занимающий однозначную какую-то позицию по всем этим вопросам, да, по отношению, опять-таки, там, и к российской оппозиции, и ко всему такому, типа, сугубо негативное. Часто выясняется, что обычно в Твиттере, если почитать их там, или в Инстаграме, да, посмотреть их профиль, почитать их страницу, можно узнать, что эти люди когда-то, там, до 10 лет назад, да, когда это было модно, ездили в Петербург. Не знаю почему. Ну, модно было, наверное. Как культурная столица. Ну вот, и это такой мем получился. Ну, основной, наверное, толчок этому мему, да, дала такая... Ну, я даже не знаю, как сказать.
Ну, блогерка пусть будет, блогерка. Блогерка, рассказывающая о дилдо, о там смазках, презервативах. Секс-блогерка получается. Ну, наверное, да. Я не знаю даже, как звать. Знаю, что она Полина Дрочилкина. А как? А, канал называется Хочу гратися. О. Потому что она, как главный представитель этого, она, типа, где-то очень публично до войны показывала, что она была в Питере, а потом стала очень активно зарабатывать деньги, эксплуатируя патриотичную позицию, там, показывая какие-то нахуй никому не нужные тиктоки россиян, там, блядь, инстаграм-профиля россиян, еще какое-то говно. Вот вроде такая простая вещь, а хуй расскажешь человеку, который с этим не знаком. Ну, спасибо за вопрос. Ну да, с разноцветными волосами. Жена Кулебы нет, то другой случай. Полина Майко, о, дякую. Полина Майко, реально зовут ее. Да, Мэдисона депортировать это. Ну, тоже понятно, что. Я думаю, она, ну, конечно, дура, но понимает прекрасно, что там не добьешься никогда по такой хуйне депортации. Но она понимает, что хайпануть можно не слабо. Так он в своей бежевой комнате сидит всегда. С порванной мотнёю. Там такая, ну, реально, вот раньше, ну, раньше на прошлом стриме я как-то манджосов на тему того, что АПшные ломы разгоняют мотню Мосейчука. Блин, а вот после того, как сказал, зашел в Твиттер, смотрю, реально АПшные ломы разгоняют мотню Мосейчука, явно нахуй нарисованную в нейросетях, чи хуй его знает где. Притом, как пишут хитро, падла, понял? Пишет, невже це не нейромережевий фейк? Я такого еще не видел. То есть, типа, они не пишут, что это не фейк, или они не пишут, что вот посмотрите матня Мосійчука. Не, они пишут, невже це все-таки не нейромережевий фейк? Это очень умно. Почему Арестович такой ебанат? И последовательно делает все, чтобы стать неизбираемым. Да ничего он не делает, это все нахуй ни на что не влияет. Он реально дегенерат, жестко рафлирует или к Лубянке подлизывается, типа Медведчук и Мураев. Тут Рупак Шампура, я самый. Да нет, ты сильно категорично смотришь на это все. Что это был за звук? Вдохновились кейсом с напоминалкой. Маратыч продолжает задавать тренды в Украине, Анатолий Маратыч. Да-да. Ну просто я не знаю, можно же было, наверное, и талантливее сделать, хотя бы трусы подобрать пореалистичнее. Ну я так думаю. Вот кто адекватный, это этот. Генерал Залужный. Читаю его пости там. Вона завжди молода, вона найкраща, вона завжди надихає однією своєю літерою. Хто? Ліна Костенко. Сисфайр не губной, а горловой. Ну да, понимаю, что губная тема уже всем остопиздила, но ничего не смог придумать, извините. Так еще и мотню ему конскую нарисовали. Не лучшим ли псиопом было бы, если мотню в 10 раз меньше? Согласен. Но меня все равно пугает, что люди разводятся, если им говорить, что это правда. Там, блядь, мотня как у слона. Ну, то есть, это не здорово. Но если в реале такая мотня у вас. Например, тоже верно. Например, реклама контракта от Минобороны. Накупишь себе 15 тысяч бургеров, вот эта реклама. Ну, я написал бургеры в новостях. Ну, даже не знаю, на что они надеялись. В чем смысл таких идей? Притом они еще и типа кичатся. Ну, хайп есть какой-то, но нужен ли им такой хайп? В смысле, что да, это реальный аккаунт Минобороны. Притом еще если задуматься, действительно, сумма в миллион не такая большая. Ну, кто не понял, о чем идет речь, официальный аккаунт Минобороны Украины в ТикТоке сделал ТикТок о том, сколько можно бургеров накупить на 1 000 000 гривен, которые тебе дадут за контракт, если ты пойдешь его подпишешь, и тебе меньше 18, меньше 25 лет. Да, от 18 до 25 лет, если пойдешь в армию, подпишешь контракт, тебе дадут 1 000 000, и вот сколько бургеров ты можешь на них накупить в Макдональдсе. Это, блядь, украинская, это мрия. Ну, пиздец, нет. Ну, видите, зато мы это обсуждаем. Вот сколько премиум подписок на Онлик ты сможешь купить на 1 000 000 гривен. Ну, там уже не такие красивые цифры просто выходят. Хотя идея тоже неплохая. Ну, лучше бургеров точно, на мой взгляд. Мотоблок это ипсо. Вот ослик, ну в целом ослик от мотоблока мало чем отличается. Такая ж хуйта. Если бы ты был геем, кого бы ты предпочел, Зеленского или Арестовича? Не знаю, блядь, что то, конечно, хуйня.
Вообще бы, наверное, психопатов не предпочитал бы лучше. Ту девушку в Дубае нашли, кстати, ну да, еще на прошлом стриме, по-моему, нашли. Еле живая, вообще печально это все, печально. Говорят, на стройке упала. Как вы думаете, насколько это вообще адекватно? Ну, кстати, довольно тоже впечатляет реакция украинской державы. Я понимаю, конечно, что у нее там куча своих забот других, но все-таки громадянка Украины, как я понимаю, вероятно, могла стать жертвой каких-то преступников в чужой стране. Притом, более того, ну, скажем так, мое представление об Объединенных Арабских Эмиратах, оно такое, что, ну вот, если предположить, что это какие-то, может, влиятельные люди с этим связаны, может, дети влиятельных людей с этим связаны преступлением, надеяться на честное правосудие без поддержки не стоит. Можно было, может, хотя бы какое-то слово где-то сказать, хоть какую-то дезактивность проявить. Мої мислі. За ту девушку не впрягается наш МИД, тому що вона толерувала Ерславагда, поддержала плакат в поддержку Кагарлицкого. Если бы в Твиттере сборы собирала б, Сивохо первым рейсом бы вылетел. И я думаю, вряд ли. Думаю, им похуй. Украина никогда не славилась вот такой защитой граждан, ну, как и все, наверное, постсоветские страны за границей. Я много таких еще довоенных историй знал, где приходишь в консульство, тебе говорят, нам никакого дела нет до тебя и твоих проблем. Пахнет как горелые обои, представляете? Это Граф Блю. Сигареты Граф Блю. Хуита, но закончились другие. Какой-то он написал Ассасин. Пацаны, вы в курсе, что новый Ассасин вышел про... Ну, наверное, я в курсе. Про Японию, короче. Ну, вы не по... Ну, вы не поверите, чего в том Ассасине, но... Ой, блядь, забыл только, как он называется. Ну, типа, Ассасин? Чего? Как часть называется? Вот сука. Во-во. Assassin Shadows, да. Потрясающе. Что движет людьми, которые продолжают настаивать на вот таком трэше? Неужели они не понимают, что они, ну, делают гораздо хуже всему хорошему, на чем они настаивают? Они его, блядь, полностью маргинализуют. При том, что об этом уже давно говорили, сейчас говорят еще более настойчиво в свете каких-то политических поражений своих. Они все равно продолжают. Що пишуть люди на Ютубе? Люди на Ютубе пишут «Привет». Так, не, подожди. «Привет, смешно с конспирологией, которая пришла мне по пьяни, но уже чуть не смешно. А вдруг закручивание гаек – это просто подготовка к передаче власти России, чтобы народ даже не рыпнуться не смел при полиц?» А зачем? Вот, ну, хорошая версия, интересная, да. Но вопрос главный, да, самое, мне кажется, слабое место всех таких крупных конспирологических концепций. Зачем кому-то отдавать власть, которая есть у тебя, да, вот эту полноту власти? Зачем кому-то ее отдавать? Зачем с кем-то ею делиться? Друзья, давайте будем держать себя в руках на ту тему, на которую вы решили в чате писать. Все-таки это слишком на грани, правда? Понимаю ваше желание написать об этом, о том, о фент-реакторе, но не надо. Это как я недавно слушал песню Рианы, ну, когда-то давно ее еще, как вышла в 2015 году, слышал, и вот что-то вчера решил снова ее услышать. А называется «Американский оксиген», «Американский кислород». И я вот решил подумать, как песня, которая вышла тогда, понятно, с каким социальным посылом, как она могла предсказать события в будущем, те, о которых вы пишете в чате, про этот полицейский беспредел. И я узнал, что, оказывается, была просто, ну, может, это фальсификация источников, но была до этого идентичная история. Точно с теми же словами, которые вы пишете в чате про дыхание. Вот и думайте. Вот и конспирология вам.
Не, ну до хера таких, но это прям идентичная история той, которая потом случилась и стала известной, которую мы сейчас в чате обсуждаем. То есть таких-то историй, я думаю, там каждый день, наверное, по много штук происходит. Кто-то сегодня скидывал, это мы обсуждаем довольно новины, просто что в голову приходит. Кто-то сегодня скидывал в чат в Телеграме, что Медуза не сдается. И уже постит какие-то там письма из Украины, так называемые, людские. А в письмах люди пишут. Я простой там Микола, житель Кировоградской, там, Днепропетровской области. Мне ничего не надо, быстрее бы кончилась война. Ваши мысли. Сегодня я выпил 3 кваса Тараса. Вот это Кашин, да, популяризирует квас Тарас. Квас Тарас говно. Квас Тарас газировка со вкусом кваса, разве нет? Ну, сладкая вода газированная со вкусом кваса. Вот квас Ярыло, где очень мало сахара, вот он бомба. И у него вкус не как у газировки со вкусом кваса. Вот так я могу сказать. От кваса Тараса ебанутый сушняк, потому что дохуя сахара. Ну, как от любой газировки. От кваса Ярило такой проблеми нема. Старокиївський хороший, старокиївський неплохой, лучше кваса Тараса. А в мене від квасу диарея. Диарея. Диарея звучит как имя, фамилия, точнее, европейского политика. Представьте. Заместитель главы евродипломатии Томас Диарея. Звучит неплохо. Сегодня бомж на рынок принес айран. Открыват, а он как взорвался и забрызгав в чё на пару метров. Айран. Пригота. Может, Британию экспортируют хороших тарасов? Да, вряд ли таких же, думаю, как и у нас. Ну, завод один их делает. Что-то Арсеньевский звучит как-то. Це шо, з Росії чи шо? Арсений. Поназывают Арсений. Арсений, Елисей, блядь. Может, еще Елисеевский квас? Арсеньевский, блядь. Нихуя себе. Ты шо? В сосну въебался. Как с колумбийским кофе. Все лучшее за бугор. Местным подают, ну там небольшая разница. Ну, опять-таки должно, ну, по крайней мере, на экспорт должно с составом совпадать. Арсений, Елисей, извольте кулебяки откушать. Этот, слышишь? Как вы думаете, да? А ладно, не важно. Мне эстетически, конечно, больше нравится Арестович, чем Зеленский. Будь я геем, я бы скорее трахнул Арестовича, чем Зеленского. Это мнение в чате достойное. А ще не можу хапануть, бо пан Окунь не дає снять бабки до понеділка. Какой пан Окунь, как думаете, Comedy Trich? Бажаю здоров'я, шановні українці. Ой, Верховний Главнокомандуючий звонит. Алло, пане президент. А ты Зеленского на High Heels видел, чтобы так говорить? То, блядь, нейросетевой фейк той же фирмы, которая мотню нарисовала этому. Ну, другому патриоту Украины также. Фокусы с роялем ты не искушай. Без нужды все-таки. Звук, как на игровых автоматах, теперь постоянно простреливает, понял? Хуй его знает, что оно такое. Арестович, Зеленский. Как можно между ними выбирать, когда есть он Гончаренко? Гончаренко это да. Гончаренко это да. Это наш гей-секс-символ, конечно, політики, однозначно. Сьогодні опублікували рейтинг країн по рівню щастя і здоров'я. І Україна посіла 111 із 147. Найбільш цікаво, які ці країни, які більш нещасні, де населення більш нещасне, ніж ми. Опустилася на 5 сходинок, це тому що сьогодні проголосували дозвіл на зачистку протестів FPV-дронами. Автором, кстати, был одним из авторов, да, соавтором был, вы не поверите, Максим Бомжатский. Кто бы сомневался. ППВ дронами, блядь. Там сказано дронами. Ну, без дронов сейчас никуда. Понятно, что ими будут координировать действия полиции, будут летать над Майданом, дивиться, куди побежали сторонники Петра Порошенка. Может, на дроны можно будет, не знаю, тазер повесить. Тоже вариант. Сбрасывать шашки можно с дронов. Ну, это то, что на ум приходит. Я пью кока-колу из стакана кока-кола. Американскую колу. За кока-колу сраную продались вы давно. Ждем митингующих с мангалами над головой. Да, на смену кастрюлям приходят мангалы. Или на кастрюлю наваренный мангал. Не, ну у нас бабок не хватит на сербское оружие, хотя на такое всегда найдут.
на звуковые пушки. Такое разработают, если надо, Патону дадут задачу. Ну, в смысле, институту Патона там сделают. К тому же, ну, много же таких машин не надо. 2 машины хватит на всю Украину с головой. А гостей будешь звать для разнообразия? Надо звать для разнообразия. Арестович, кстати, с палочкой ходит и не веселый. И сразу после того, как понял, что его не поставят на замену. Вот это его подкос. Не понимаю его это с палкой. Это он как пытается, как Невзоров быть. Смарагдовые светофоры — это требования Евросоюза. Ты хочешь, блядь, в Евросоюз вступить? Ты хочешь европейские пенсии? Ты хочешь, блядь, скажи мне европейские зарплаты? Ты хочешь, скажи мне, европейские дороги? Ты хочешь европейский уровень жизни? Вот, это ты хочешь. Если ты это хочешь, значит, надо выполнять требования Евросоюза и, как во всем Евросоюзе, смарагдовые светофоры. Ты если не знаешь и не разбираешься, то ты не говори. С палочкой доктор Быков ходил, когда косил под доктора Хауса, доктора Хлуса. Хорошая версия. Лобанов, сука, Быков, сука. Подкрался конец к стриму незаметно, а продовження того відосу є з Укрпошти. Ну, надо, наверное, саму дорогу посилку Укрпошти купити, і тоді може буде. Так, друзі, дякую, що сьогодні прийшли. Дуже дякую тим, хто донатив. Особливо дякую за один донат в криптовалюті. Донатів в криптовалюті на садову тачку для говна. Вопрос. Денег всего лишь 4600. Ну, еще доставка, короче, 5 штук. Но тачка хорошая, реально. На такой можно многое возить, и она долго будет служить. В общем, друзі, люблю вас, цілую, бережіть себе, до зустрічі вже в понеділок. Бережіть себе, вихідні проведіть з користю, з кайфом. Все, цьомаю, до зустрічі.